Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Просто скажите ему, что он слишком очевидный. Очень показательная реакция. Девятое место. Тэхён, даже не колеблясь, прижался этой частью своего тела к Чангуку. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Новое смелое доказательство отношений Вигу». Тэхён специально показал это. Мой подробный видеоанализ. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук завис, наблюдая за Тэхёном, но как только появился Джин, он вернулся в нормальное состояние. Седьмое место. Я улетаю в стратосферу, когда Тэхён так пособственнически трогает Чангука. Шестое место. Поведение пары. Когда Чангук нарисовал свой рисунок и показал его Тэхёну, тот так отреагировал, сказав «Вау», словно перед ним портрет Моны Лизы, не меньше. Хотя для Тэхёна любой рисунок Чангука ценнее самой дорогостоящей картины. Чангук – самый внимательный слушатель своего парня. 어때요? 와우. 되게 귀엽다. Пятое место. Тэхён сказал Чангуку ППО «поцелуй», как и Йентону, попросив у того поцелуй. Четвертое место. Забота. Все много раз видели этот момент и наверняка обращали внимание, как Чангук бережно взял ногу Тэхёна в свою руку и как очень аккуратно потом поставил свою ногу на колено Тэхёна, едва касаясь. Это сказка, которая уже давно стала реальностью. Третье место. Новости.
Автор поста, посетивший тот же ресторан, где были Чангук и Тэхён, написал: по всей видимости, они, Чангук и Тэхён, заранее позвонили, чтобы узнать, есть ли места, и забронировать. Пока Чангук ходил в туалет, Тэхён раздал автографы сотрудникам. Они заранее позвонили в ресторан, чтобы забронировать это особое место у окна, где была вся самая романтическая обстановка. И как же трогательно, что они сидят так тесно, так рядышком. Всего каких-то 30 сантиметров, а сколько в них нежности и тепла. Это не просто расстояние, это приглашение к объятиям, к шепоту на ушко, к обмену взглядами, которые говорят больше слов. Настоящая, уютная романтика. Когда все твои проблемы исчезают, глядя на них. Вопрос для Тэхёна: что ты сделал со своей первой зарплатой? Его ответ: мой отец долгое время занимался швейным бизнесом. Рано на рассвете он отправлялся в Тандемун в Сеуле, чтобы купить оптом одежду, а затем возвращался и продавал ее. Ему приходилось ездить на большие расстояния. Однажды я отправился в путешествие с отцом и увидел приборную панель машины. На ней было 500 тысяч километров пробега. Поэтому я поменял машину отца на новую. Банданы официально были созданы для него. Paris Match пишут: стадион Франции заполнен до отказа, а бронирование отелей бьют все рекорды. Тур BTS в Париже приводит столицу в настоящий ажиотаж. Несколько недель назад участники объявили о своем мировом турне, и билеты на 2 концерта, запланированных на июле на стадионе в Париже, были распроданы менее чем за час. Что касается отелей, то количество бронирований резко возросло, достигнув рекордных показателей. Всего за 40 минут в эти выходные стадион был официально объявлен полностью заполненным. В рамках мирового турне южнокорейская группа вновь выступит в столице Франции. Несмотря на то, что за несколько дней до общего старта продажи была организована предварительная продажа для участников официального фан-клуба группы, в день открытой продажи очередь на французском сайте Ticketmaster превысила 700 тысяч человек. Возвращение группы следующим летом во Францию стало настоящим событием. На концертах группа представит композиции из своего нового альбома «Арирэнг», релиз которого запланирован на 20 марта. Франция – не единственная страна, где билеты были распроданы менее чем за час. Великобритания, Германия, Южная Корея, США – во всех этих странах концерты уже объявлены полностью распроданными. В связи с таким ажиотажем на концертные билеты по всему миру очень остро встает вопрос с недобросовестными перекупщиками. Такие люди скупают значительную часть билетов, чтобы затем перепродать их по значительно завышенным ценам. К сожалению, подобные махинации – не редкость в концертной индустрии, однако фанаты решили бороться с этой практикой и запустили петицию с требованием от Ticketmaster большей прозрачности в данном вопросе. Для счастливчиков, которым все же удалось заполучить билеты, встает вопрос организации поездки в Париж. И именно с резким всплеском спроса столкнулся гостиничный сектор. Согласно пресс-релизу Hotels.com, данные платформы показывают, что количество запросов на бронирование отелей в Париже взлетело на 590% по сравнению с 10 днями,
предшествовавшими объявлению о турне группы. Если ваш мужчина не смотрит на вас так, зачем он тогда вам вообще? Взломали аккаунт Нуна.Ви, это самый известный фан-сайт Тэхёна. Желая воспользоваться доверчивостью фанатов, мошенники разместили ложный пост о сборе средств, указав при этом свой номер счета. Об этом сама Ньюна написала только что. Сообщение, которое было загружено сегодня около 12 часов дня по восточному времени, было опубликовано не мной. Мой аккаунт был взломан, поэтому я удалила это сообщение и сменила пароль. Я надеюсь, что больше проблем не возникнет. Я всегда уделяю пристальное внимание безопасности своей учетной записи в Твиттере и принимаю все возможные меры для ее защиты, поэтому я была очень удивлена, что это произошло. Кроме того, я никогда никого не прошу переводить деньги на какой-либо другой счет, кроме моего собственного, и не прошу индивидуальных пожертвований. Если когда-нибудь будет проект по сбору средств, я соберу все и отправлю сразу. Поэтому, даже если подобный пост появится снова, пожалуйста, не отправляйте деньги. Кстати, огромное спасибо всем, кто сообщил мне об этом через Инстаграм и электронную почту. Будьте внимательны, мошенничество переходит на международный уровень. Как его можно не любить? Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей в результате общения с мошенниками, которые прикинулись солистом BTS, поклонницей которой была потерпевшая. Пенсионерка из Дальнереченска стала жертвой мошенников при общении со знаменитостью. Установлено, что в одном из мессенджеров с 63-летней женщиной, являющейся поклонницей одной из популярных поп-групп, под видом солиста группы связался аферист с предложением об открытии благотворительного фонда. Злоумышленник сообщил пенсионерке об отправке почтового отправления с денежными средствами для открытия такого фонда. После с женщиной связались представители таможни и пояснили, что для пропуска посылки с денежными средствами необходимо оплатить налог. Пенсионерка согласилась и перевела 325 тысяч рублей на счета злоумышленников. Однако мошенники на этом не остановились и под предлогом прибытия в Россию артиста и встречи с женщиной выманили у нее еще 317 тысяч рублей для оплаты перелета ее кумира и организации его досуга. По данным ведомства, мошенники проанализировали увлечения женщины в социальных сетях и использовали возможности искусственного интеллекта. В процессе обманной схемы потерпевшие общались по видеосвязи с певцом и переводчиком с корейского языка. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено дело по статье «Мошенничество», совершенное в крупном размере. Устанавливаются лица, причастные к обману пенсионерки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что мошенники прикинулись солистом известной корейской группы. Ждем тур, чтобы увидеть еще больше чудесных взаимодействий этих двоих.
Фанат с выставки Type написал: «Энергетика сегодня была просто запредельная. Народу много, и мы даже пересеклись с ребятами из других фандомов, они были в таком же восторге от выставки, как и мы. Вот так и должно быть всегда. Живите дружно, и мир станет намного счастливее». То, как он закрывает лицо или прикасается к ушам, когда стесняется, так очаровательно. Здоровое хобби Тэхёна стало темой обсуждения в новостном издании здравоохранения «Кормиди». Уход за растениями, на первый взгляд, кажется хобби для тех, у кого много свободного времени, но эксперты утверждают обратное. Именно в периоды сильной занятости, стресса и нагрузки уход за растениями может оказывать очень положительное влияние на здоровье. Он помогает снижать стресс и восстанавливаться. Сцена, где Тэхён заботится о растениях посреди сумасшедшей подготовки к камбэку, может стать примером для занятых современных людей, как на минутку остановиться и перевести дух. Снижение стресса и эмоциональная стабильность. Многочисленные исследования показывают, что взаимодействие с растениями снижает уровень гормонов стресса, стабилизирует пульс и артериальное давление. Согласно американскому изданию Healthline, выращивание комнатных растений снимает психологическое напряжение, успокаивает разум и повышает чувство эмоциональной стабильности. Простые действия, полив, протирание листьев, помогают мозгу выйти из состояния чрезмерного напряжения и дают короткий, но ощутимый отдых. Уже просто смотреть на зеленые растения снижает тревогу, депрессию, усталость и повышает жизненную энергию. Восстановление концентрации и ментальный ресет. Природные элементы помогают восстанавливать внимание. В экологической психологии это объясняют теорией восстановления внимания. Зеленый цвет растений снижает когнитивную усталость и возвращает концентрацию. Исследования показывают, что в помещениях с растениями концентрация на работе и удовлетворенность трудом выше. В период, когда идет огромный расход ментальной энергии, подготовка к камбэку, съемки, репетиции, растения фактически выполняют роль устройства перезагрузки. Маленькая рутина, которая вносит ритм в сумасшедшую жизнь, эксперты отмечают еще одно преимущество – формирование регулярного ритма жизни. Процесс полива в определенное время и проверки состояния растений помогает упорядочить день даже при очень плотном графике, усиливая психологическую стабильность и ощущение заботы о себе. Особенно в городской среде, где контакт с природой минимален, комнатные растения помогают компенсировать эмоциональный дефицит. Улучшение воздуха в помещении и комфорт пространства. Помимо психологического эффекта, растения очищают воздух, поглощают углекислый газ, выделяют кислород, адсорбируют мелкодисперсную пыль и вредные вещества, улучшая качество воздуха. Они также естественным образом повышают влажность, снижая риск простуды, сухости в горле и проблем с кожей в сухом помещении. Чем занятнее человек, тем больше пользы от растений, снижение стресса и повышение концентрации. У него точно есть машина времени. Тэхён настолько востребован. Немного о теневом бане. Это термин, которым называют ситуацию, когда соцсети временно снижают видимость контента без официальных предупреждений и блокировок.
Аккаунт формально работает, но посты получают меньше охватов, имя реже появляется в поиске, рекомендациях и трендах. При этом пользователь ничего не нарушал и никаких уведомлений не получает. С Тэхёном мы не раз это проходили. Его аккаунт периодически словно уходит в тень, хотя он остается одним из самых популярных артистов в мире. Важно понимать, что в его случае причина чаще всего не в нарушениях правил, а наоборот, в чрезмерной популярности. Его имя слишком часто появляется в поисковых запросах, обсуждениях и трендах, постоянно доминируя в инфополе. Алгоритмы соцсетей устроены так, что они стараются распределять внимание более равномерно. Когда одно имя заполняет все пространство, система автоматически начинает снижать охваты, уменьшать рекомендации и убирать его из трендов. Это не наказание и не попытка спрятать артиста, а способ немного охладить поток информации. Кроме того, видимость аккаунта могут снижать и массовые негативные комментарии от антифанатов. Алгоритмы реагируют на всплески спама или агрессивного контента и могут временно ограничивать охваты, чтобы защитить сообщество. Проще говоря, Тэхёна не блокируют, его временно приглушают, потому что он и так везде. Полностью повлиять на алгоритмы невозможно, но есть вещи, которые помогают аккаунту быстрее вернуть видимость. Чем могут помочь фанаты, могут ли повлиять на ситуацию? Да, конечно. Достаточно сильно и реально. Лучше работает живое и осмысленное взаимодействие. Это комментарии по теме, сохранение, репосты, а не массовый однотипный спам. Когда миллионы людей одновременно пишут одно и то же имя, алгоритм воспринимает это как шум и снижает охваты. Гораздо полезнее обсуждать музыку, визуальные образы, выступления, смыслы песен, а не просто повторять имя артиста. Конечно, есть вариант дать системе остыть, но это не про нас. Ирония в том, что если артист попадает под такой эффект, значит он уже настолько востребован, что алгоритмы вынуждены его сдерживать. Внешность настолько совершенна, что ему идет любая прическа. Феномен Ким Тэхёна – вокальный сторителлинг. Тэхён – это живое воплощение vocal storytelling. Это умение превращать текст в иммерсивный аудиоопыт через интонации и ритм. Этому нельзя научить на стажировке. Артистическая чуткость либо есть, либо ее нет. Почему Тэхён не робот? Техника как инструмент, он не поет ради демонстрации механики, он использует ее для реализации художественного видения. Гибкость, malleability, в то время как многие фанаты путают хороший вокал с обычным криком на высоких нотах, мастерство Тэхёна в его пластичности. Контроль регистров. Он виртуозно переключается между грудным, головным регистрами и микстом, сохраняя здоровье голоса. Вердикт. Характеристики Тэхёна выводят его за рамки привычного кей-поп стандарта. Его уникальность не в том, что он среднестатистический техничный певец, а в том, что он исключительный и многогранный артист, который ставит вокальную идентичность выше корпоративных шаблонов. Как же я скучаю по ним.
И вся эта роскошь создана для Чангука. Я обожаю то, как внимателен Чангук с Тэхёном. Не имеет значения, если он поет или даже говорит что-нибудь. Чангук всегда будет уделять ему все свое внимание, абсолютно все. Что-то никогда не менялось с самого начала. Крошка Чангук. Мини-подборочка моментов, где Чангук массирует шею Тэхёна. Чангук на общих фотках просто буба. Второе место. Это так интимно. Магия притяжения. Сейчас, конечно, они немного сравнялись, но при желании могут и повторить. Первое место. Во время этой же премии Чангук со сцены пошел не в зал, а на выход, скорее всего в уборную. Ну и Тэхён, конечно же, не изменяя традиции, последовал за ним. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.